Карпаты прекрасны в любой сезон. И вот мы проехали 60 километров от Ивано-Франковска до Яремча. Сквозь все Яремче проходит река Прут. Здесь машина не нужна, а нужны ноги и хорошее настроение. Поэтому, запарковав автомобиль, мы пошли искать водопад Пробий. Мы решили пройти сюда по бездорожью, так сказать. Но тут такая красота. Мы дошли до железнодорожного моста. С него открывается шикарный вид сверху. По нему нужно быть предельно осторожным. Я бы не рекомендовал идти по нему с детьми. Как бы не убегать от поезда, он все-таки едет быстрее. Приятно услышать веселые сигналы закарпатских машинистов. Водопад входит в число 7 природных чудес Украины. У него высота около 8 метров. Над ним построен 12-метровый мост. Водопад Пробий расположен между скал в длинном ущелье. Местные жители не рекомендуют окунаться в нем, так как это может быть смертельно опасно. Внизу водопад имеет сильные подводные течения, и они могут легко разбить тело человека о камни. Такая мощь, стихия. На это можно бесконечно смотреть. Это наше начало восхождения на гору. И мы начинаем с чайка и сидим по пару бутеров. В общем, у нас тут попутчик появился. Шабака. Ромчик ее придумал, как можно чухать. Да, мы уже друзья. Да, мы тут вот. А это на квадроциклах там гудят. Едут местные жители. А мы думали, что это квадроцикл. Ровненько. Дровишечки все сложенные. Тут кто-то полил костер. И вот мы где-то посерединке. Наша рідна Украина. Мы шли. Такой мягенький мох. Смотрите, нога вжух туда, как на ковре. Чук, провалилась. И вот тут этого моха много. Оба. Так вот, наверное, лучше будет показать. Вообще как ковер. Так вот. А вот наш собака пришел. Наш друг. Что вы скажете? Как вам кардио наше? Хорошо. Прекрасно. Лес. После Киева
самое то, что надо. Наш пес-босс насторожился. Что это за звук? Красота ненаглядная. И наш верный пес-босс. Люди довольные, так что спускались. И с такой радостью. Наверное, что они уже идут вниз. А у нас вот такой последний, я так надеюсь, подъемчик перед самой вершиной. Вот, еще чуть-чуть надо подняться. И там посмотрим. Мы все еще не зашли. Но хочется все же снять такую красоту. Солнышка мало, но уже очень красиво. Такое нехитрое изобретение. Оно, наверное, поднимается, опускается, и туда сено добавляется, чтобы оно не намокало. Таким образом, такой крыша-лифт. Приварили диск с какого-то грузовичка, и можно шашлычок сделать или кабанчика даже подвесить и поджарить. Решили все-таки покушать, попить чаек. Сейчас достаем термос. И он такой, так достаем, он такой падает, дык-дык-дык-дык-дык-дык, и туда вниз с горы, дык-дык-дык. А вот ребята едут на квадрике. На одном, на втором. Привет, привет. Я думаю, им некогда даже смотреть на красоту. Они смотрят, чтобы безопасно ехать. Мы увидели большую группу туристов, которых мы видели снизу там на вокзале. И наш собак, пес-босс, напрягся. И мы тоже напряглись с моей сладенькой, потому что я думаю, они сейчас скажут: так, тут закон гор, цивилизованные законы не существуют, быстро освободили стол, нас больше. И мы, наверное, не сможем сфотографироваться, я так предполагаю, потому что они идут с палатками, с спальниками, они как всю гору, займут, и всю гору займут, и негде будет прям и сфотографироваться. как зависнут на самой вершине, и мы не сможем сфотографироваться даже. Так, на гору ездят такие джипы, пазики. Да. Здесь туман и ничего не видно, но поверьте, друзья, мы на вершине. Тут капличка стоит. Така. Оце нам ті люди сказали. Тут один чоловік йшов, який каже, що це явірник, але тут нема 1500 метрів. Тут максимально десь приблизно 1200 метрів, а там далі йде стежка вузенька і вона кам'яниста. І з нашим взуттям це не дуже буде добре. Так, видите, що ми увидели? Маленький тритончик. Утро воскресенья. Вот такой вот у нас недалеко здесь водопад Гук.
Мы ночевали вот в таком вот скромненьком мини-смарт каком-то номере, потому что уже ничего не было. Но тут есть много номеров разных, и люксы, и все такое. Но просто все занято было на эти выходные. Я вам сейчас покажу. Тут коты местные бегают. Интересный вид с нашего окошка. Вот какой. Просто шикарно. Это утро, воскресенье. Мы зашли в местную колыбу. Она вся прямо пронизана украинским духом. Мне нравится, особенно эти фуфайки. Это наш завтрак. И мы потихонечку поедем домой, в Киев. Приятного аппетита. Бон аппетит. Карпаты не перестают удивлять нас своей красотой, и особую прелесть им придают именно водопады. Сейчас мы увидим водопад Женецкий Гук. Он считается одним из самых высоких в Украине и составляет около 15 метров. Образовался он в результате наводнения в 50-х годах. Водопад расположен в 5 километрах от трассы, 9 километров от станции Татаров и 10 километров от станции Микуличин на территории Карпатского природного парка.